Всем большой привет! Меня зовут Нина, я танцор, хореограф и блогер. Сегодняшнее видео это будет онлайн-урок по танцам с нуля в стиле High Heels. Если вы никогда не занимались танцем, либо если вы хотите попробовать себя в этом стиле, это видео для вас. Мы с вами разберем 3 красивых базовых элемента и в конце соединим их в небольшую связочку. Также у меня есть онлайн-обучение, вы можете потанцевать со мной, находясь в любой точке мира. Все подробности будут внизу в описании, заглядывай туда. Давайте скорее начинать. Обязательно перед нашей тренировкой хорошенечко разомнитесь. Я вам советую делать разминку без каблуков, чтобы хорошо разогреть стопы и затем уже обуть туфли. Как выбрать обувь для High Heels, у меня есть отдельное видео на канале, можете его посмотреть. Давайте начинать. Первый элемент, один из самых моих любимых, это элемент волна всем телом. Для этого элемента мы с вами делим наше тело на 4 точки, на 4 рабочих зоны. Первое это колени. У каждой точки будут 2 состояния. Колени у нас либо прямые, либо согнутые. Да, проверили положение. Вторая точка это бедра. Бедра мы либо будем направлять вперед, либо отводить назад. Просто вперед, назад. 2 состояния. Третья наша с вами точка – это грудная клетка. Мы либо ее будем раскрывать, соединяя лопатки, раскрывая грудную клетку, плечи у нас здесь опущены, да, прогиб, либо наоборот скруглять, когда мы корпус как будто бы в солнечное сплетение немножко давим, скругляем спину. Либо открыть, либо скруглить. И четвертая наша с вами точка – это голова и шея. Мы либо скругляем нашу шею, опускаем голову вниз, либо наоборот поднимаем голову, открываем, да, зону декольте. И, соответственно, первая точка и вторая. Для того, чтобы сделать базовую волну, мы встаем с вами по диагонали. И первое, что мы делаем, мы с вами сгибаем колени и чуть больше переносим вес на одну из ног. То есть мы не сидим так посерединке, а переносим вес на одну из ног. Небольшой спойлер, в принципе, в High Heels мало таких симметричных позиций, то есть в основном у нас всегда будет вес на одну из ног. Итак, мы с вами оставляем вес на одну из ног, вторую ножку можно поставить на носок. Сели, колени согнули. Сейчас у нас с вами будет такая цепная реакция, мы будем с вами переходить от точки к точке, последовательно, меняя состояние на противоположное. Давайте попробуем. Первая наша с вами точка – это колени. Они у нас уже согнутые, соответственно, их противоположное состояние – это прямые колени. И следующая точка – это бедра. Сейчас я сижу, и бедра у меня отведены назад. Итого я буду сейчас подкручивать бедра и выпрямлять колени. Раз. Эту часть мы с вами уже прошли, верхняя часть туловища сейчас не меняется. Далее я отвожу бедра назад и раскрываю следующую точку, грудную клетку. Колени я уже не сгибаю, да, то есть ноги все, эту точку с коленями мы уже прошли, да, то есть переходим последовательно, раскрыли грудную клетку и отвели таз назад. Все, теперь у нас с вами волна только в верхней части тела происходит, то есть первые 2 точки мы уже изолируем. Следующая это у нас шея. Мы с вами наклоняем голову вниз, скругляя шею и скругляем грудную клетку. Еще разочек. 3, 4 и раз. Вытянуть колени, подкрутить копчик. Раскрыть грудную клетку, отвести бедра назад. Далее скругляем грудную клетку, наклоняем голову вниз. Сейчас мы с вами визуально как будто бы натянули такую небольшую ниточку и будем подныривать под этот невидимый уровень, начиная с головы, да, делаем в обратном направлении. Первое – это наша с вами голова. Мы поднырнули и раскрыли с вами шею, зону декольте, раскрыли грудную клетку. Далее грудная клетка вперед, голову я выровняла. Далее я скругляю спину, направляю бедра вперед. И последняя позиция, я отвожу бедра назад и сгибаю колени. Еще разочек, начиная с головы. Голова, меняем последовательно. Грудная клетка, бедра и последняя точка здесь колени. Как еще здесь можно легко запомнить и объяснить? Представьте, что перед вами такая стена невидимая, и вы каждой из частей тела, каждой из наших рабочих точек касаетесь этой стены. Сначала головой, затем грудной клеткой, затем бедрами и затем коленями. Давайте еще разочек сейчас соединим с вами направление снизу вверх и сверху вниз. Мы с вами начинали здесь. Первое, подкручиваю копчик и выпрямляю колени. Раз. Делаем по точкам. Дальше отводим бедра назад, раскрываем грудную клетку. 2. Все, эту часть уже не трогаем. Далее скругляем грудную клетку, голову направляем вниз. Далее голова у нас с вами выныривает. Раскрываем шею. Далее раскрываем грудную клетку. Далее выводим вперед бедра
И последнее, сгибаем колени, бедра отводим назад. Сейчас мы с вами соединяем плавно все эти точки, и у нас получится такая красивая, плавная, пластичная волна с последовательной сменой позиций. 3, 4, и раз, и 2, и 3, и 4. Еще разочек. Раз, и 2, и 3, и 4. Супер! Если что-то у вас сразу не получается, это абсолютно нормально. Вы всегда можете перемотать немножко видео и повторить еще. Второй элемент, который мы с вами пройдем, это будет наклон. Тоже очень красивый элемент, очень популярный. Я думаю, его много раз видели, если смотрите какие-то танцевальные хореографии в стиле high heels. Мы с вами начнем с самого базового варианта, и мы просто развернемся с вами в профиль. Я покажу, с чего начинается наш наклон. Для того, чтобы красиво опуститься вниз, не потерять баланс на каблуках, мы с вами начинаем наш наклон с прогибов поясницы. Главное правило в любом наклоне – это корпус в противоход бедрам. То есть если вы надумали половину тела наклонить вниз, очень важно чем-то сбалансировать это, да, как такая, знаете, детская качель. Соответственно, мы балансируем половину нашего корпуса бедрами. То есть бедра я хорошо отвожу назад, как бы в противоход, да, балансируя, и корпус наклоняю тогда вперед. Первое, с чего я начинаю, я делаю прогиб поясницы, и через небольшую волну опускаюсь вниз. То есть копчик я тяну назад, стараюсь поясницу не скруглять. У меня идет последовательно грудная клетка, и затем голова. Степень наклона можете регулировать, контролировать в зависимости от вашей растяжки, от вашей обуви и от прочих факторов. То есть можно наклониться как более низко, так и остаться, допустим, в параллель с полом, либо даже выше. Мы с вами при наклоне, еще раз повторяю, начинаем наше движение с прогибов поясницы, затем уводим грудную клетку, и последняя наша с вами голова. Голова всегда достраивает эту линию от копчика до конца макушки. Итого еще разочек 7-8. Наклон. И с головой мы с вами выныриваем. Голова, грудь и вырастаем. Да, очень важно, чтобы мы делали наклон последовательно в плане тела, то есть не просто все вместе сразу, а именно по частям, для того, чтобы красивый такой шлейф создавался. Давайте с вами возьмем вариацию наклона. Мы с вами начинаем в диагональ. У нас одна нога прямая, на ней практически нет веса, совсем чуть-чуть, левая нога у нас согнутая. Мы ставим с вами ногу, которая у нас прямая, на скос. То есть старайтесь, чтобы здесь у нас не было никакого излома в голеностопе. Начинаем мы наше движение в диагональ. Соответственно, корпус я наклоняю в диагональ, копчик у меня уходит в другую диагональ, назад, балансирую. Я начинаю делать прогиб, опускаю грудную клетку, голову. На середине я меняю положение и ухожу четко, ровно. Копчик у меня уходит назад, корпус я наклоняю вперед, голова в продолжение этой линии от копчика. И далее перехожу на другую сторону, сгибаю ногу, уже противоположную, и выныриваю от макушки. Очень важно в последней позиции также развернуть бедра. То есть бедра у меня делают полукруг в одну сторону в движении в этом, а корпус делает полукруг в другую сторону. Давайте еще разочек вместе. 7, 8. Вниз. Голова последняя. Прошли серединку, меняем на противоположное, подкрутили, да, развернули бедра и от макушки выныриваем. Еще раз, 7, 8, прогиб и вынырнули. Да, отлично. Следите за тем, чтобы в конце, когда вы выныриваете, у вас бедра не оставались ровно, а вы их также подкрутили. Последний раз, прогиб. Отлично, центр, обе ножки прямые, правую согнула и выныриваю. И пробуйте делать этот вариант более слитно. Отлично. И еще один важный момент. Расслабляйте шею. Ну, не то, что расслабляйте, опускайте, да, голову. То есть голова в продолжении линии от копчика до макушки. Потому что частая ошибка здесь – это вот страх, да, расслабиться. И получается, что шея очень напряжена, и это является ошибкой. Шею нужно шлейфом, голову, да, точнее, нужно шлейфом опускать вниз за корпусом. И еще один элемент, который мы сегодня с вами выучим, это будет элемент с бедрами. Конечно же, различные движения с бедрами очень красиво выглядят, очень женственно, как раз-таки рисуют в теле, в силуэте вот эти женственные красивые линии. Там очень много разных вариаций, мы с вами возьмем сегодня одну из тоже популярных, это будет базовый круг и базовый слайд руками. Первое, что мы с вами будем делать, будем учиться просто делать круг. Вот этот обычный круг, который, мне кажется, еще на физкультуре
всем объясняли, давали, нам его необходимо усовершенствовать. Что мы делаем первое? Во-первых, каждый раз мы прожимаем с вами по диаметру круга, по радиусу прожимаем максимально положение. То есть ноги я затягиваю, хотя могут ноги быть и согнутые, но сейчас я просто максимально затянула колени, чтобы на фоне прямых ног у нас в акценте были бедра. И мы с вами просто сейчас делаем несколько кругов в одну сторону и в другую. Пробуем в этом круге сделать небольшой акцент, чтобы он не был равномерным. Акцент у нас всегда будет назад. И назад. И назад. Держим спинку, плечики опущены. Сейчас мы с вами делаем такую вариацию. Мы делаем с вами первый круг. Просто круг. Со второго круга мы будем добавлять с вами руки через слайд и выходить сюда, собственно, наш элемент. Как работают наши с вами руки? Мы начинаем с вами делать слайд. Руки у нас находятся параллельно полу. Руки встречаются с одной стороны. Далее я веду слайд до плеча. Затем рука у нас проходит по линии параллельной полу и уходит назад. То есть одна рука у нас поднимается наверх, вторая рука у нас проходит слайдом и также продолжает свой слайд. Фишка этого движения в том, что все время непрерывно у вас есть контакт одной руки и второй. И еще раз. Слайд, слайд. И здесь дело осталось за малым. Мы продолжаем наш слайд и опускаем руку вниз. То есть, по сути, это такой цикл, да, цикличное движение, которое можно много раз повторять. И сюда выходим. Еще раз. И раз, два, 3, 4. И сейчас сделаем все то же самое с другой стороны. Также я веду слайд. Все то же самое на другую сторону. Все время контакт одной руки и второй. Начинаем с вами параллельно полу. И слайд. Одна рука параллельно полу, вторую поднимаю наверх. 2. Довели ее до перпендикуляра. 3 и 4. Сейчас мы с вами соединим наши бедра и наши движения руками. Мы делаем первый круг, просто бедра. И затем, когда у меня бедра идут вперед, я начинаю делать слайд. 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 Переношу вес на одну ногу и сажусь вниз. Вот такое движение у нас с вами будет. Еще раз. 3, 4 и. Сначала просто круг и слайд и сесть. В конце у нас позиция диагональ. Мы с вами оставляем вес на одной ноге, там же наше бедро и садимся вниз. Еще раз. 7, 8 и круг. И слайд. И сесть. То есть, когда я делаю слайд, у меня руки делают свое движение, ноги делают свое движение. И такой же круг я могу сделать в другую сторону. Начинаю делать круг. Начинаю делать слайд. 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 Сесть. Еще раз. Пробуем в другую сторону. Начинаем с круга. Круг. И слайд. И слайд. Сесть. Угу. Супер. А сейчас я предлагаю вам соединить эти элементы в небольшую связку, в хореографию, которую вы можете отрабатывать и как раз-таки отрабатывать эти элементы. Давайте начинать. Мы с вами начинаем с нашего первого элемента, с волны, с позиции, которую мы тоже уже сегодня с вами брали. Вес на левой ноге. Видео сейчас будет отзеркально для вашего удобства. Давайте с вами сверимся. Это моя правая рука, правая нога, левая рука и, соответственно, левая нога. То есть я сижу сейчас на левой ноге, правая нога у меня на носке, плечи опущены, взгляд прямо. И мы с вами начинаем с подкручивания копчика, делаем базовую волну, подкручиваем копчик, выпрямляем колени, раскрываем грудную клетку, переходим сюда. Дальше подныриваем, начиная с макушки. Все как было у нас с вами. Да, еще раз. 7, 8 и волна. Отсюда макушка, волна. И дальше мы с вами переходим на круги. Начинаю я делать круг влево, вывожу бедра вперед и делаю круг. Первый, второй, и я сяду сюда. Еще раз, только корпус, только тело. Поехали. 3, 4 и подкручиваем копчик, выпрямляем колени. Бедра уводим назад, раскрыли грудную клетку. Голова. Дальше голова, грудная клетка,
бедра выходят вперед и продолжают, то есть я не сгибаю колени, продолжаю делать движение по кругу. Круг и круг и сесть. Супер, мы с вами немного украсим здесь движение. После первого кусочка волны сейчас покажу, где у нас с вами будет взмах руками. Да, то есть я сделала волну, опустила, отсюда руки просто по бедрам, небольшое украшение. Отсюда делаем круг, ничего не происходит. И дальше вспоминайте наш базовый элемент, слайд. Мы делали раз, два, сели сюда. То есть в этом кусочке мы уже соединили с вами два движения. Волна и круг со слайдом. Еще раз. 3, 4. И волна. Вышли сюда. Заныриваем. Голова, грудь. Когда бедра у нас выходят вперед, мы начинаем делать круг влево. Круг. Теперь делаем слайд базовый. Слайд. И садимся с вами вниз. И после этого мы переносим с вами вес на левую ногу вот сюда, присаживаемся вниз. Я перенесла вес на левую ногу и слегка присела, для того, чтобы с правой ноги сделать просто 2 шага вперед. Шаг, шаг. Далее мы с вами отставляем правую ногу, ставим ее на скос. И вспоминайте наш базовый элемент, который мы уже тоже с вами брали, наклон. Я сгибаю левую ногу и начинаю делать наклон через прогиб. Переходим на центр, затем сгибая правую ногу, выныриваем здесь. Тоже движение нам знакомое. И далее начинаем с вами делать круг через перед, уводим бедра вправо. Отсюда мы делаем круг. И еще один круг, и будем садиться сюда. Еще раз с 2 шагов. С правой ноги шаг, шаг. Отставляем правую, чуть-чуть встаем в диагональ. И начинаем с вами сгибать левую ногу, начинаем делать прогиб в спине. Вниз. Отлично. Проходим центр. Шею обязательно расслабляем. Сгибаем правую ногу, выныриваем. Отсюда начинаем делать круг бедрами вправо. И круг. И круг. Сесть. Да, несложно догадаться, когда мы делаем с вами второй круг. Первый будет просто базовый. И второй круг, мы с вами тоже брали это движение, делаем слайд, слайд, сесть. Отлично. И далее повторяется наша с вами волна. Практически доучили нашу маленькую комбинацию. Также подкручиваем копчик, вырастаем с вами наверх. Да, то есть тот же принцип волны базовый, отрабатываем элемент. Подкрутили копчик, выпрямили колени. Далее отвели копчик назад, раскрыли грудную клетку. И последнее здесь мы с вами сгибаем левую ногу и также опускаемся через прогиб вниз. Руки у нас проходят по задней стороне бедер и выходят вот сюда вперед. Мы опускаемся, делаем наклон. Раз. Выныриваем. 2. И после этого переносим вес на правую ногу. 3. Эта комбинация будет в медленном режиме. Нами с вами танцеваться, но вы можете ее танцевать быстрее, ускорять темп, менять скорость. Мы с вами берем такой базовый вариант для отработки элементов. Давайте еще раз с начала этой связки. Начинаем с вами с волны, с диагонали, вес на левой ноге, подкручиваем копчик, волна, вытянули колени, далее бедра, грудную клетку раскрыли, голова последняя, отсюда выныриваем, голова, грудь, бедра, начинаем делать с вами круг влево, круг, еще один круг уже со слайдом, слайд, слайд, сели, и отсюда перенос веса на левую ногу, точка. Дальше с правой ноги мы с вами делаем 2 шага, шаг, шаг, отставляем правую ногу и начинаем опускаться в наклон, прогиб. Отлично, голова последняя. Меняю через круг, бедра в диагональ направо, корпус диагональ влево. Выныриваем. И делаем с вами 2 круга вправо. Бедрами первый круг. И второй будет уже со слайдом. Слайд, слайд, сесть. Далее подкручиваю копчик, начинаю делать волну. Волна. Я просто выросла, да, сделала бедра и корпус. Подкручиваем. Раскрыть. И здесь сгибаем с вами левую ногу, уходим на наклон. Раз. Голова выныривает. 2. И переносим вес на правую ногу. 3. Отлично. Не забывайте, что вы всегда можете перемотать нужный вам фрагмент и повторить его то количество раз, которое вам необходимо. В этом и состоит прелесть онлайн-урока, а мы с вами делаем эту связку в музыку.
Honestly, I'm trying to stay focused. You must think I've got to be joking when I say I don't think I can wait. I just need it now. Let it swing my way. I just need some dick. I just need some love. Tired of fucking with these lame niggas, baby. I just need a thug. Ну что, мы это сделали, вы огромные молодцы, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы хотите больше уроков и больше танцев со мной, заглядывайте внизу в описание, у меня есть онлайн-формат, и мы с вами можем потанцевать из любой точки мира. Пожалуйста, поддержите это видео большим пальчиком вверх, если было полезно, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а мы с вами увидимся в новых видео. Я вам желаю классного дня и продуктивных тренировок.